Всем привет! В этом видео я покажу вам ферму рейдов, которая работает с версией 1.16. Я покажу, как строить ферму для версии 1.18 и выше. Для того, чтобы ферма работала на версии 1.16-1.18.1, нужно внести некоторые изменения. Ссылка на видео есть в описании. Также я покажу, как улучшить ее. Перейдем к ферме. Для постройки фермы вам понадобятся вот эти вот ресурсы. Также для улучшений вам нужны эти ресурсы. Это нужно для банка разбойников с флагом, чтобы быстро получать дурное знамение. Это же для автосклада, который я советую построить, ведь именно он сможет складировать более 130 тысяч предметов в час. Обычная версия фермы содержит в себе примитивный склад. Также вам понадобится 5 жителей. Все ресурсы, в принципе, можно достать в начале игры, конечно, не считая ресурсы для автоматического склада. Перейдем к постройке. Для начала нужно найти правильное место. Заходим в настройки и выставляем прорисовку 6 чанков. Если вы не видите сужу, то место подходит. Ставим кувшинку на координатах сапчанка 14, 15 и 9. Под кувшинкой ставим твердый блок и поднимаемся с помощью подмостков на 6 блоков. Затем ставим один подмосток направления South. Тут вы должны стоять на 69 высоте, далее ставим еще 9 подмостков. Сверху вы должны быть на высоте 78. Тут мы ставим еще один подмосток в направлении South. Далее ставим еще 11 подмостков и ставим один подмосток в направлении East. Вы должны оказаться на 89 высоте. Затем ставим 12 подмостков. Мы должны оказаться на 101 высоте. Тут мы ставим один подмосток в направлении South и еще 5 подмостков в направлении West. Далее ставим 31 подмосток друг на друга, но пока не поднимаемся. Затем по бокам подмостков ставим песок душ, ставим 4 земли, как на видео. Нажимаем F3 и проверяем свою позицию. Возвращаемся обратно и ставим блок земли. Ломаем подмостки и выливаем лаву. Поднимаемся по подмосткам и на 132 высоте ставим в сторону East подмосток. Ставим еще 31 подмосток. На 163 высоте ставим один подмосток в сторону West. Ставим также 31 подмосток и на 194 высоте ставим подмосток в сторону West. И наконец ставим 32 подмостка. Поднимаемся и ставим еще 5 подмостков в сторону South. Тут мы ставим временный блок и еще один на конце. Проверяем позицию. Ваша позиция должна совпадать с моей. Возвращаемся, выливаем лаву и спускаемся вниз, до того как лава сверху дойдет до нас. Тут мы собираем лаву, и тогда, когда края блока земли только видно, выливаем воду. Спустя секунду также собираем и воду. Затем ломаем верхние два уровня блоков, чтобы песок душ было видно. Ломаем под собой землю и спускаемся к фундаменту. Тут мы ломаем эти два блока, ставим факел и строимся вверх 6 блоками земли. В направлении East убираем блок перед нами и ставим раздатчик, смотрящий вверх. Кладем в него одну стойку для брони, ломаем блок сверху и ставим слева от него каменную кнопку. В направлении West и North сломаем стены высотой в 3 блока. Затем строим платформу из твердых блоков 4 на 5 в направлении West и повторяем все то же самое, что на видео. Тут мы добавляем сундук, в котором будут не стакающиеся предметы, арбалеты, топоры и, самое главное, тотемы бессмертия. Затем ломаем эти блоки и ставим тут два стекла.
Формируем канал для вещей, в котором будет течь вода и который будет заканчиваться огнем, который будет уничтожать все вещи, которые не получится собрать. Тут мы ставим еще стекло и на высоте 2 блоков ставим калитку и разливаем в нее воду. Также поднимаемся на одну высоту стеклом и ставим калитку. Далее ломаем эти 4 блока и между ними ставим стекло. Формируем канал, который полностью закрывает стекло. Далее идем сюда и строим платформу 3 на 5 в направлении North. Формируем вход для игрока и ломаем эти 4 блока. Ставим твердый блок под нами, а на него кнопку. В середине комнаты ставим раздатчик и кладем в него все стойки для брони. Слева от него или в направлении East ломаем блок и ставим котел, наверху которого будет нитка. Далее окружаем себя стеклом и под стеклом ставим полублок в верхнем положении. Затем ставим 2 временных блока. Ставим таблички и под правой табличкой разливаем воду. Ставим тут 2 стекла и по обе стороны выливаем воду, как на видео. Далее поднимаемся с помощью 24 твердых блоков вверх и затем поднимаемся по подмосткам. Наверху мы проворачиваем тот же трюк, что до этого. Собираем лаву и как только мы видим край блока земли, выливаем воду. Собираем воду и ломаем блок земли под нами. Достраиваемся подмостками до башни и ставим слева и справа твердые блоки. По бокам этих блоков ставим 4 стекла. Затем строим платформу из стекла 7 на 7. Окружаем ее края каменными оградами и выливаем сюда воду. В направлении South ставим деревянную ограду и с противоположной стороны ставим громоотвод. Также нужно заменить блоки булыжника стеклом. Далее проверьте, находятся ли те самые блоки стекла на нужных координатах Собчанка. Тогда, когда вы проверили, спрыгиваем в океан. Затем ставим 6 полублоков. Ломаем эти блоки. Ставим тут люк и 6 стекла. Ломаем эти 2 блока и также устанавливаем стекло. Над стеклом ставим 2 таблички и компостер вот тут. Затем ставим песок души, на него ставим водоросли. Мы можем ускорить его рост с помощью костной муки, или же просто набрать 3 стака водорослей и достроить все самостоятельно. Наверху мы ломаем эти 2 стекла и падаем вниз до подмостка на 94 высоте. Тут мы ставим 1 подмосток, поворачиваем налево и ставим еще 4 подмостка. Как на видео ломаем блоки булыжника и ставим наблюдатели. Ставим по бокам липкие поршни. На правый поршень ставим компостер, на левый ставим компостер через блок. Ставим под себя стекло и на правый компостер ставим ступеньку. Окружаем себя стеклом и поднимаемся на получившуюся конструкцию. Над ступенькой ставим стекло и выливаем воду в ступеньку. Убедитесь, что вот этого угла нету. Это важно, так как сквозь этот угол будет падать житель. Каждая такая конструкция, которая будет расположена ниже, должна иметь на 1 наблюдатель меньше. Также у самого нижнего наблюдателя в каждой конструкции разное направление. К примеру, вот этот вот смотрит в направление East. Следующие 2 будут смотреть в направление South, а последний будет смотреть в направление West. Далее спускаемся на 163 высоту и строим такую же конструкцию. Только уже с 3 наблюдателями, смотрящими вниз.
Далее спускаемся на 132 высоту и снова повторяем конструкцию. Строим с двумя наблюдателями, смотрящими вниз. Затем спускаемся на 89 высоту и также повторяем конструкцию, только уже с одним наблюдателем. Перед тем, как ввести сюда жителей, обязательно нужно проверить, что они смогут пролететь в свои клетки. Далее заводим жителей к погрузочной башне. Ломаем лодку и, скорее всего, житель сразу пойдет к компостеру, и вам останется просто его протолкать в водяной лифт. Если же он не сразу пойдет к компостеру, то придется немного потанцевать с бубном. Наверху мы ломаем стекла возле тех самых твердых блоков и ставим компостер. Толкаем жителя в компостер и аккуратно ломаем этот самый компостер, чтобы не задеть жителя. Ставим стекло обратно. Повторяем это под каждым стеклом на этих координатах Собчанка. После того, как вы затолкаете последнего жителя в водяной лифт, сносим компостер и затем убираем песок душ и снова ставим его на место. Это активирует клетки жителей. Далее наверху мы ломаем стекло вот тут, на координатах Собчанка 13-15. Ставим компостер и загоняем туда жителя. Ставим над его головой стекло. Теперь спускаемся и убираем у всех жителей воду и строим над их головами стекло. Далее на высоте 101 ставим два подмостка, ломаем булыжник и ставим наблюдатель, смотрящий в поток воды, блок и сверху на него факел. Затем строимся с помощью 17 строительных блоков, как на видео. Также добавляем редстоун. Тут мы должны поставить повторитель с задержкой в 2 тика. Ставим 6 поршней и убираем здесь булыжник. Теперь строим стены из стекла, как на видео. Ставим котел и выливаем в него лаву. Ставим 6 стекла, 6 компостеров и 2 ступеньки. Не забудьте поставить тут стекло перед тем, как выливать воду в ступеньки. Убираем тут стекло и добавляем еще 2 уровня стекла с расстоянием в блок между ними в форме восьмерки. Когда вы стоите наверху, вы должны быть на 107 высоте. Далее падаем вниз. Ломаем 2 булыжника и стекло. Ставим песок душ и поджигаем его. Ставим по бокам песка душ еще стекло и ставим полублоки на поршни, чтобы заспавнпрофить их.
Затем спускаемся на 78-ю высоту и повторяем то, что мы делали до этого. С помощью подмостков простраиваемся к сигнальной башне, ставим наблюдатель и за ним ставим твердый блок, а на него факел. Далее строимся с помощью 17 твердых блоков и ставим поверху редстоун и повторитель в том же месте и с той же задержкой в 2 тика. Затем ломаем все блоки высотой с рост игрока, весь булыжник и строительные блоки. Ставим 6 поршней и ломаем вот тут вот булыжник. Далее ставим линию магма-блоков, линию песка-душ. Снова ломаем булыжник и строительные блоки. Ставим магма-блоки и песок-душ. Убираем булыжник. Ставим стекло у башни в направлении West. Тут мы ставим ступеньку и окружаем ее стеклом. С другой стороны ставим еще одну ступеньку и тут ставим табличку. Ломаем тут булыжник и выливаем воду в ступеньку. Ставим стекло над ступеньками и на стекло люки. Ставим стекло. Далее, там, где мы убирали блоки булыжника, заставляем стеклом. И также спаунпруфим поршни полублоками. Затем спускаемся вниз и ставим наблюдатель, смотрящий в нить. Ставим поршень, смотрящий вниз, и еще один наблюдатель, смотрящий в направлении West. Ломаем подмостки. Далее ставим поршень, наблюдатель и ставим 2 подмостка со строительным блоком, на который мы ставим повторитель. Затем строимся вокруг башни. Используя временные блоки, ставим поршень, и также, используя повторитель, ставим второй поршень. Возвращаемся и ставим строительный блок. На него факел. Поверх строительных блоков ставим редстоун. Далее ставим временный рычаг и активируем его. Убираем булыжник справа. Нажимаем снова на рычаг и ставим песок-душ. Нажимаем на рычаг и снова ломаем булыжник справа. А слева ставим блок магмы, перед этим убрав рычаг. Спускаемся, ломаем эти блоки и этот полублок. Освещаем платформу и поднимаемся к месту с раздатчиками. Убираем эти 2 блока и нажимаем на 2 кнопки. Ставим каменную плиту перед входом и соединяем ее редстоуном с поршнем в направлении East. Идем к складу и делаем фильтры для системы сортировки. Вниз кладем стак предметов и 4 предмета, которые не попадут в систему. Вверх 1 предмет, который мы положили в первый слот снизу, и еще 4 уже других предмета, которые не попадут в систему. Повторяем это для всех воронок. Если же вы хотите сделать улучшенный склад, то этого не нужно делать, но об этом попозже. Чтобы запустить ферму, нужно приплыть на лодке. Рейд начнется тогда, когда вы запрыгнете на булыжник. Нужно подняться к месту АФК до того, как наберется 75% по лодке рейда. Зажимаем Shift и проходим до стойки для брони. Тут нам нужно атаковать каждые 5500 миллисекунд, или 1,5 секунды, или же атаковать с интервалом в 30 игровых тиков. Идеальный меч для фарма — это меч на добычу 3, починку, разящий клинок 3 и остроту 5. Идеальной сложностью для фарма является сложная, так как именно на этой сложности выпадает на 30% больше предметов и спавнится больше мобов, что значительно увеличит продуктивность фермы. Однако, если афкашить в сложном режиме, то вы будете постоянно голодать. Поэтому нужно построить рядом маяк силы и регенерации. Тогда, когда вы закончили фармить, то просто выйдите из комнаты. Если же у вас не пропала полоска рейда, то нажмите на плиту снова. Соберите вещи, и нужно будет уйти минимум на 128 блоков.
так все мобы задиспавнятся. Перейдем к улучшениям фермы. Я считаю, что банк разбойников обязателен, тем более он легко строится, и это того стоит, поверьте. Для улучшения понадобятся эти ресурсы. Для начала нужно подняться с помощью 4 лестниц наверх, затем ломаем стекло и ставим 2 каменные награды вместе с люком. Ломаем булыжник сверху и ставим лодку как на видео. Садимся в нее и плывем назад до упора, после чего нажимаем Shift и покрываем лодку стеклом. С банком закончили. Кстати говоря, каждый раз, когда вы убиваете там разбойников, нужно двигать лодку опять же до упора назад. Теперь автосклад. Для начала нужно собрать эти ресурсы. Ломаем склад, который у нас был до этого. Ломаем это стекло и ставим 3 плотных льда. Далее ставим еще 3 плотных льда. Затем 9 временных блоков и 8 воронок, направленных в них. Добавляем 5 блоков льда. И повторяем то, что мы делали до этого. Теперь снова 5 блоков льда и еще раз 9 временных блоков и 8 воронок. Затем строим 3 блока плотного льда, 5 стекла, за ним снова плотный лед и песок душ. Поджигаем песок душ. Ставим временный блок и направляем в него 3 воронки. Затем нужно построить платформу под воронками. Я использую стекло, рекомендую также использовать стекло, однако оно не входит в общий лист предметов. Затем ставим сундук как на видео. Повторяем это под каждой воронкой. Затем ставим как на видео воронки, направленные в сундуки. Затем, используя временные блоки, строим лесенку рядом со всеми воронками. После чего в этом месте проставляем редстоуновые факелы. Далее ставим повторители и добавляем к ним строительные блоки. Затем закрываем сверху еще строительными блоками. Ломаем все временные блоки и ставим компараторы, смотрящие от воронок, вместе с редстоуном. Теперь установим фильтры. Так же, как и раньше, кладем в первый слот итем, который нам нужно отсортировать, и во все остальные слоты предметы, которые не попадут в систему. Добавляем временный блок и тут на него ставим нотный блок. Обходим и с помощью временного блока устанавливаем строительный блок, а на него редстоуновый факел. Спускаемся и так же, как на видео, составляем редстоун схему. Устанавливаем задержку повторителя в 4 тика и ставим рычаг. Далее привозим феечку.
Эту схему можно повторить даже без феечки, но тогда последний раз сундуков будет собирать все подряд. Тыкаем по феечке тотемом бессмертия и приводим ее к нотному блоку. Ломаем за собой рельсы и ставим тут табличку. Затем, используя временные блоки, ставим стекло по периметру воронок, образуя канал для воды. Далее разливаем воду и ставим калитки, как на видео. Ставим стеклянную панель. Открываем калитки. Закрываем сверху канал стеклом. Вот и склад готов. Нажимаем на рычаг, чтобы редстоуновая петля работала, и тестим схему. Как мы видим, все работает. В общем, вот такой гайд получился. Обязательно пишите в комментариях, какую ферму мне записать следующей. Также я хочу рассказать про системы сортировки. В этом видео одна из самых хороших по отношению к быстроте исполнения и эффективности систем сортировки в Майнкрафте, однако есть и лучше. Пишите свои мысли в комментариях. Также все ссылки на источники есть в описании. Если же вы хотите скачать кликер для этой фермы, ссылка есть в моем дискорде. Ссылка на который есть в описании. И вместе с другими моими соцсетями. В общем, всем спасибо за просмотр. Пока.